Так, вот они, друзья мои, прямо на моей голове. Это новые очки Oakley Meta Vanguard. Это коллаборация знаменитого бренда Oakley, который выпускает офигительные спортивные, да и не только очки, и компании Meta, которая сделала Facebook, купила Instagram, ну, в общем, вы все понимаете. И позиционируется эта штука как умные очки, но по факту, конечно же, это не так. При этом это крутой, очень крутой девайс, который я лично купил и абсолютно кайфую, и сейчас расскажу почему. Во-первых, нужно понимать, что я не фанат умных очков. Я в целом считаю, что это достаточно тупиковое ветразвитие. Дополнительный экран у вас в глазах, который показывает навигацию, сообщения в социальных сетях. Если честно, это какая-то ерунда. Я пробовал несколько вариантов, ничего мне из этого не зашло. Да и в целом я живу так, что у меня даже напоминания на телефоне отключены, и я возвращаюсь в онлайн только когда я хочу, а не когда этого хочет мой девайс. Поэтому для меня любые дополнительные нотификации, особенно у меня перед глазами, ну такое себе. Так в чем же на самом деле прикол вот этой модели? Во-первых, она позиционируется и выпущена специально для спортсменов. А значит, весь дизайн, который здесь сделан, посмотрите, да, это, по сути, классическая спортивная модель Oakley, которая идеально садится и с велосипедными шлемами, и в которой побегать даже по кайфу. И представлена она в 4 вариантах. Вот у меня называется Prism Road. Это специальные красные линзы для того, чтобы вы лучше видели всякие неровности на дороге. Но есть еще золотые, голубые и абсолютно черные. Самый главный прикол, что пока нет в магазинах, но в будущем обещают, что за $85 вот эти линзы будут сменные, а значит, можно будет выбирать линзу, например, и для темного времени суток, и менять между собой, что мне кажется очень круто, потому что, если честно, мне бы хотелось и золотую тоже, очень мне нравятся золотые очки. Но главный прикол, помимо того, что это спортивная форма, камера здесь расположена вот здесь, друзья мои, ровно по центру, а значит, все, что вы снимаете на свои умные экшен-очки, видно как будто действительно от первого лица. Если мы вспомним предыдущую модель Oakley, которая была такой более гражданской, то камеры у них располагались вот здесь вот или вот здесь вот, что, блин, достаточно отстойно, потому что если вы видите потом с них запись, такое ощущение, что хочется как будто в бок постоянно подвинуться. А здесь все сделано идеально, то есть это действительно камера, которая находится прямо по центру. И угол этой камеры достаточно широкий, 122 градуса, но это практически угол у современных экшн-камер, поэтому вы получаете изображение, которое по центру недостаточно круто фиксирует все, что вы делаете. А включается оно и элементарно, да, вот здесь есть кнопочка сбоку. И видите, замигал маленький огонек, который на самом деле в обычной жизни практически не видно. Даже если вы будете снимать в каких-то общественных местах, надеюсь, не в раздевалках, конечно, в магазинах или в торговых центрах, да или просто на улице, мало кто обращает внимание на то, что вот тут что-то у вас мигает. Но это говорит о том, что вы снимаете. В данный момент я записываю видео, и потом можно посмотреть. Вот, эта кнопочка здесь достаточно легко находится. Длинно ее нажимаешь, записывается видео, а короткой получаешь фотографию. Для каждого из типов записи видео или фотографии есть специальный звук, по которому можете определить, что только что произошло. Второй прикол, что снимает эта камера действительно достаточно хорошо. Разрешение 3К, максимальное время записи 3 минуты, и, если честно, качество, черт побери, очень даже неплохое. Ну какая красота, да? Слушай, да, но здесь в этом как бы прикол, что зелени нет. В этом как бы вайб. Возможно, не самые лучшие в темное время суток, да, и, ребятки, кто экшен-то снимает глобально в темное время суток. Но вот в обычной жизни, когда вы катаетесь на велосипеде или что-то хотите подзаписать во время бега, но это действительно достаточно круто. И стабилизация хорошая позволяет в целом вам не обламываться и, так сказать, получать качество, сопоставимое с тем, что вы получите с вашего телефона или какой-то простенькой экшн-камеры. Но главный прикол для меня был на самом деле, конечно же, не только в камере, хотя это, если честно, для ребят, которые снимают контент, геймчейнджер. Правда, с одним очень-очень большим «но». Сейчас про него поговорим. Но в чем же плюс основной? В том, что если вы едете спуск или какой-то сложный технический момент на велосипеде, когда вы не можете отрывать руки от руля дополнительно, чтобы что-то включить или что-то сделать, блин, ребятки, это офигенно. Вы просто включаете камеру на запись, и в этот момент вы записываете все, что происходит. И вам не нужно думать о том, что надо руки как-то от руля отрывать или так далее. И если вы не можете даже дотронуться и включить запись на очках, вы можете всегда сказать «Hey, Meta, start video recording». И все. И я уже, видите,
записывает. Пока Meta, к сожалению, понимает только на английском языке, по крайней мере, меня. Может, у меня что-то не так, но это очень удобно. Hey, Meta, stop video recording. Hey, Meta, take the photo. Я не проверял, как это работает прям на больших скоростях на велосипеде, но на маленьких скоростях на велосипеде, и особенно, я думаю, на гравийном велосипеде будет работает прям круто. В общем, для сложных участков, где не нужно, точнее, где страшно отрывать руки от руля, эта функция работает классно. Главный недостаток, конечно, у этой камеры в том, что она снимает только вертикальное видео, что абсолютно понятно, потому что, друзья, компания Meta — это все-таки Instagram, а Instagram — это все-таки вертикальное видео. Instagram, так сказать, наплевать на ваши попытки делать что-то в YouTube. Но для меня это, если честно, прям очень большой облом. Я надеюсь, что в следующей версии вот этих очков, я надеюсь, они выйдут скоро, и я обязательно их точно куплю, потому что мне очень понравилась эта модель. Я надеюсь, что через пару лет выйдет новая версия. Будет сенсор не вертикальный, а будет сенсор квадратный, как сейчас делают в новых камерах, например, Action 6 или даже в iPhone на фронтальной камере у вас есть квадратная матрица, которая позволяет записывать видео как бы и вертикально, и горизонтально одновременно. И тогда вы можете вставлять ваш контент и в Stories, и на YouTube, что, намного удобнее. Но сейчас, конечно, гораздо сложнее из вертикального контента получать что-то, что я потом могу использовать в своих роликах на YouTube. Однако иметь любой футаж каких-то сложных и интересных моментов под съем гораздо круче, чем его не иметь, поэтому все равно это огромный лайк. Из важных тоже вещей, на которые не обращаешь в самом начале внимания, но которые очень важны. Очки кажутся, что они из-за того, что умные в них какие-то датчики и так далее, что они будут очень тяжелыми. На самом деле нет. Я в них провел уже очень большое количество часов. Да, они тяжелее, чем обычные очки. Да, они ощущаются на голове чуть тяжелее, но в целом это никак не напрягает, никак не мешает. И не только для меня. Все, кто покупал эти очки, в первую очередь отмечают, что они удивительно комфортные для тяжелого девайса. И нигде не жмут, нигде не давят. А для того, чтобы это было еще комфортнее, здесь есть специальные, как они называются, nose pads, или вот эти вот резиночки для носа. В комплекте идет 3 штуки среднего размера, большого и маленького. Первое впечатление про Oakley Meta OneGuard. Что в итоге? В итоге, друзья мои, они продержались примерно 3 часа, из которых я первые 2 снимал достаточно активно, ну а потом такой, в общем, чуть-чуть. В целом, что неплохо, но хотелось бы, конечно, больше. Из минусов, конечно, сразу хочется отметить, что на скорости на велике не очень понятно, снимают они или нет. Вот этого значка пип его не слышно, когда ветер дует достаточно сильно, там, после 40-50 км в час. Не думаю, что это прям супер большая проблема, но вот что есть, то есть. И еще они не тяжелые, на самом деле, достаточно сидят хорошо на голове до тех пор, пока ты их не снимаешь. Когда снимаешь, понимаешь, что все-таки они что-то весили, и вот как-то давят на переносицу, но это, может, дело привычки. Ну и из вторых недостатков, которые я тоже для себя отметил, если вот обычные очки, смотрите, ты берешь и вот так спокойно втыкаешь в шлем, с Oakley такая штука не прокатывает, они из-за широких дужек тупо не лезут, сейчас покажу, тупо не лезут в пазы. То есть так можно тоже ходить, ничего страшного в этом нет, но вот из-за вот этих широких дужек они до конца не лезут. Ну как, хотя вроде сидят нормально. Тоже не проблема, потому что можно их смело, спокойно вешать за шиворот или вперед и вот так вот с ними ходить. Совершенно нормально. В целом, если вы постоянно снимаете контент, включаете, то надолго их не хватит. 2-2,5 часа — это предел, после этого они выключаются. Оповещают они об этом голосовым сообщением, когда вы их одеваете или снимаете, или у них заканчивается батарея, они говорят... Вот сейчас не говорят, но вообще они говорят, сколько осталось запаса батареи. Очень удобно, кстати. Но если вы, например, не снимаете постоянно, а периодически делаете какой-то подсъем, а только слушаете музыку, то тогда вполне себе хватает на 7-8 часов. Я вчера буквально ездил 200 километров по пустыне в этих очках на велосипеде. Ну и мне хватило на примерно всю поездку. Это было около 7 часов с учетом остановок. И там из них 3 или 4 часа я слушал подкасты с YouTube. Кстати, тоже очень удобно. Ну и, конечно, главная фича, которая мне безумно нравится в этих очках, и, наверное, я считаю, что именно поэтому я хочу постоянно именно в них выезжать из дома, выбегать в них из дома. В них, друзья мои, офигенно крутой звук. Так, слушайте, но в чем прикол? Я сейчас ехал интервалы на скорости 40 км в час.
и включил музыку в наушниках. И мне было интересно, насколько хорошо слышно и так далее. Обалденно, гораздо лучше, чем в AirPods. И музыку, и YouTube, и все что угодно. Офигенно слышно, просто, я в шоке. И, блин, есть один только нюанс. Этот звук слышно великолепно. Подкасты, музыку прекрасно слышно на велосипеде, даже на скорости 40-45 км в час. Великолепно слышно. Никакой ветер, ничего не мешает. Даже AirPods близко даже не могут себе позволить такого уровня качества во время велотренировок музыки. Это просто офигеть как круто. Сейчас попробую включить. Я не знаю, насколько вам это слышно, но обычно это очень хорошо слышно окружающим. Обычно окружающие, когда находятся рядом с вами, а вы слушаете музыку или подкаст в этих наушниках, это слышно большому количеству людей. Из нюансов, когда вы включаете какую-то музыку в этих наушниках, из-за того, что это как бы динамики, которые не у вас в ушах, а как бы на вас, это получается такая мини-колоночка. Поэтому на пробежке вы можете развлекать друзей прикольной музыкой. Ну и, конечно, вы спросите, подожди, это же умные очки, там AI написано, искусственный интеллект. И на самом деле, как бы, да. Ну, во-первых, вот эти умные фичи недоступны в том регионе, в котором у меня зарегистрирован App Store, то есть, ну, наверное, практически нигде, кроме Соединенных Штатов. Во-вторых, что дают эти умные фичи? У них есть достаточно крутая интеграция с Meta AI, и вы можете задавать этим очкам вопрос, например, спросить там, сколько расстояние от Земли до Луны, или когда Лэнс Армстронг последний раз выиграл Тур де Франс. То есть вы на пробежке или когда вы едете с друзьями, и вам вдруг надо блеснуть какими-то знаниями, которых у вас нет, но есть у AI, вы можете спросить и получить ответ. Из других прикольных фич очки как бы видят все, что видите вы, и вы можете спросить через AI, например, что это за растение слева от меня, и в целом получите достаточно релевантный ответ. Насколько это в жизни важно? Да примерно никак вообще, потому что, если что, у меня есть все AI, которые только нужны в моем телефоне, я могу сфотографировать все, что угодно, отправить туда. Это вау-фича, которую хватит на 1-2 раза, но потом вы просто не будете ей пользоваться. Еще из важных вещей, здесь есть очень крутая интеграция с гаджетами Garmin, и поэтому вы можете на пробежке, например, не смотреть на часы и спросить: «Эй, Мета, а какой у меня сейчас пульс?» Или «Какой у меня сейчас темп?» И вам все ответит. С другой стороны, если честно, это полный бред, потому что гораздо удобнее посмотреть на собственное запястье, чем произносить все это во время пробежки. Но из других прикольных фич, из-за того, что есть прямая интеграция с Garmin, можно достаточно неплохо потом накладывать оверлеем данные с Garmin, например, на видео вашей поездки. Для любителей показывать свои мощнейшие ваты достаточно прикольная штука. Ну и еще несколько нюансов, которые, возможно, почему-то вам понадобятся. У этих очков есть достаточно неплохая встроенная влагозащита. То есть это не водонепроницаемость, это влагозащита, поэтому если вы будете кататься в них в дождь, например, или случайно уроните ненадолго под воду, или даже помоете их, с ними ничего не произойдет, однако плавать и нырять в них не стоит. Также компания Meta заявляет, что они адаптированы под низкие температуры, соответственно, в них можно кататься на лыжах. Также стоит отметить, что качество вашего голоса очень хорошо слышно, потому что здесь аж 5 микрофонов в этой маленькой штуке. Где эти все микрофоны умещаются, хрен их знает, но 5 микрофонов здесь есть. Это, мне кажется, это очень круто. Сами очки весят 66 грамм. Ну, по сравнению с обычными очками, которые весят по 10-15 грамм, тут, конечно, очень-очень должно быть тяжело, но, как я уже говорил в самом начале, они не чувствуются неудобными и тяжелыми на лице. То есть голова как бы не устает от ношения этих очков, что очень круто. Как я уже говорил, автономность работы у этих очков не очень высокая, хотя производитель говорит до 9 часов работы. Если честно, мне показалось, что 6-7 в прыжке, в зависимости от кейса использования. Если активно снимать, то и того всего 2 часа. Но сейчас покажу, есть специальный кейс, друзья мои. Очки снимаются, убираются в него, и вот он обеспечивает до 32 часов работы, потому что очки в нем автоматически подзаряжаются. В общем, вот здесь у него этого кейса специальный USB-C порт. Очки отдельно не заряжаются. Они заряжаются только в этом кейсе. Кейс, если честно, сам по себе весит 200 с чем-то граммов, и кейс достаточно тяжелый. Поэтому
лишний раз вот этот бандур с собой вы нигде не повозите, все равно так или иначе она у вас будет лежать либо дома, либо в машине, либо дома, скорее всего. Больше, наверное, нигде лежать не будет. Еще из интересного здесь есть режимы съемок Hyperlapse и Slow Motion. Я сам не снимал, мне такой контент не заходит, но в интернете есть достаточно большое количество примеров, и, если честно, качество ни того, ни другого мне совершенно не нравится, но я уверен, что дело в большинстве случаев все-таки в программном обеспечении, поэтому вполне возможно новыми прошивками, новыми обновлениями мета это подправит. Хотя мне, если честно, пофиг, я ни слоумо, ни хиперлапсы не снимаю. Какая-то странная для меня тема. Так что в итоге, друзья мои, кому подойдут эти очки? Вообще, зачем они нужны? Стоят они, конечно, как крыло от самолета, друзья мои, почти 600... Сколько они стоят, кстати? 500 или 600 долларов? Стоят они, конечно, как крыло от самолета, стоят они $500, что, с одной стороны, конечно, очень много, с другой стороны, вы получаете экшн-камеру, классные наушники и очки 3 в одном, и если все сложить, $150 за хорошие очки, $150 за хорошие наушники и $150 за приличную экшн-камеру, даже 200, вот они $500 на самом деле получаются. В целом 3 в одном и стоит как 3 в одном. Для кого эти очки точно подойдут и кому я точно могу рекомендовать? Велосипедистам, которые пилят, снимают и выкладывают контент, особенно для Instagram. Бегунам, которые любят выкладывать свои пробежки. Лыжникам, говорят, неплохо работает при низких температурах. Да и всем спортсменам, например, скалолазам, кстати, будет очень круто, когда руки заняты, вы куда-то лезете. Блин, у скалолазов, мне кажется, будет очень крутой контент получаться. В общем, все спортсмены, которые пилят контент, в основном от первого лица. Ну, а если вы просто любитель побегать и сделать 1-2 фотографии в конце пробежечки с вашими заслуженными километрами и сожженными калориями, то, конечно, наверное, это оверкилл. Видео от первого лица получаются своеобразные и могут быть лишь частью какой-то истории, которую вы выкладываете в сторис. А обычному человеку, который просто побегал и просто сфоткался или просто покатался на велосипеде, то достаточно и на телефон селфач запилить. Эти очки, конечно же, будут оверкилл. С другой стороны, здесь классный микрофон, как я уже говорил. Это в целом классные спортивные очки, и можно их использовать вместо наушников. Oakley с Meta сделали крутой продукт, конечно, совсем не AI, но просто классные спортивные очки, новый формат. Такая экшн-камера плюс наушники, плюс спортивные очки. Мне лично зашло. Наверное, это все. А вы что думаете, друзья? Пишите обязательно в комментариях. Вы себе такие уже готовы купить? Или подождете, пока Xiaomi выпустит то же самое, только намного круче и дешевле в 5 раз? А? Кстати, мне интересно, они выпустят или нет? В общем, пишите обязательно в комментариях, будет интересно знать ваше мнение. А с вами был Физкультурник, это были новые Oakley Meta Vanguard с пылу с жара. В общем, давайте будем на связи. Пока-пока.